Take hard time my laces. Your point of view is not the Хочу такую. Пошли делать. Всем привет, с вами 3D Глеб. Сегодня мы с вами будем делать кое-что из мультика The Night, а именно вампирский посох. Для этого нам с вами понадобится 3D моделька, палка, принтер, стол, краски. Ну а теперь, когда у нас есть все необходимое, пришло время поставить детальки на печать. А пока детальки печатаются, я предлагаю заняться рукоятью. Размечаем рукоять по своему росту, ну и отрезаем лишнее. Теперь надо бы все зашкурить, чтобы не подцепить занозу, ну и после не помешало бы все протереть тряпочкой с водичкой, чтобы у нас краска нормально легла на это все. Теперь, так как в оригинале трость довольно-таки темная, надо покрыть деревоморилкой. Покрывать я рекомендую в 2 или больше слоев, так результат у нас будет более темным. Ну а теперь, когда мы все покрыли морилкой, время брать кисточку и покрывать все лаком. Вы наверняка спросите меня, есть же лак в баллончике, можно я буду использовать его? А я отвечу, нет, потому что, во-первых, дерево очень сильно впитывает лак, и тебе придется израсходовать как минимум 1 баллончик. А что такое 1 баллончик аэрозоля? Это вся комната в тумане, которая остается на стенах, на камере, на потолке, у тебя в легких, в конце концов. Поэтому используй респиратор. Не выпендривайся и бери кисточку, короче. А пока мы занимались покрасом, как раз допечатались наши детальки. Какая прелесть. Так как крылья у нас состоят из 2 деталей, сейчас нам нужно их склеить между собой. Эту же процедуру нам надо повторить со 2-м крылом. Ну а теперь переходим к зашкуриванию. Шкурим мы сейчас не для того, чтобы создать какую-то идеальную поверхность, а для того, чтобы у нас нормально прилипла к пластику шпаклевка. Я решил обрабатывать шпаклевкой, потому что, во-первых, она уберет свою текстуру, а во-вторых, поверхность станет более похожей на каменную, чего я, собственно, и добиваюсь. Теперь не помешало бы все протереть, чтобы избавиться от налипшей пыли. Ну а теперь приклеиваем наши крылышки на законное место. Так волнительно. Теперь все обмазываем сначала тонким слоем и потом сверху чуть-чуть потолще. Ой, извиняюсь, залип чутка. А пока я шкурю, предлагаю доделать трость. Сюда бы заглушку напечатать. Изначально я хотел покрасить конец трости просто серебряной краской, вместо того, чтобы делать металлическую часть. Но потом я подумал, и мне кажется, то, что реальный металл будет намного круче ощущаться.
честно говоря, не очень знал, как делать текстуру камня, и обратился поэтому к Dreadcraft Station за помощью. Спасибо большое за ответ, ты мне очень помог. Наконец-то покрываем лаком. Как долго мы к этому шли? Чтобы вы понимали, этот проект, хоть он еще и не доснят, уже занимает больше 60 гигабайт у меня на компьютере. Я просто надеюсь, что мне хватит места. Наконец-то все готово. И я, наконец, могу сделать так. У нас в голове специальное отверстие под саморез. Технологичное. Наживляем. Тогда теперь крепим веревку. Все гениально просто, поэтому просто на изоленту в центр примерно. Так, оп. Изолент все равно закроется при обмотке. Вот так. И этот кончик надо обрезать и подоткнуть. Примерно вот так все должно выглядеть. Я думаю, что на этом крафт можно считать завершенным. Всем спасибо за просмотр и до свидания.